Такую шкатулку я сделала для того, чтобы хранить в ней пакетики чая и капсулы кофе для кофемашины, и сделать ее совсем несложно. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Я, конечно, не буду делать саму шкатулку, а взяла вот такую заготовку. Ее размер 20 на 30 на 9,5 сантиметров. Она сделана из фанеры толщиной 5 миллиметров. И мне хотелось, чтобы толщина была больше, и потом я покажу почему. На шкатулке изначально была фурнитура, которую я снимаю, и потом использовать в этой работе уже не буду. Все возможные ссылки на материалы я оставлю в описании под этим видео. Акриловой краской белого цвета окрашиваю всю внешнюю поверхность шкатулки, кроме дна, и не окрашиваю внутреннюю поверхность. На окрашенных поверхностях будет располагаться рисунок, и для того, чтобы он был достаточно ярким и насыщенным, поверхность нужно, что называется, подсветить, то есть осветлить еще больше. Для нанесения рисунка на поверхность использую декупажные карты из рисовой бумаги размером 30 на 41 см. У меня они турецкого производителя Cadence. Ссылки на них вы найдете в описании к этому видео. Так как у меня нет декупажного клея, то в качестве его замены буду использовать акриловый лак. Также можно использовать и клей ПВА, но только тот, который при высыхании становится прозрачным и не желтеет. Не берите канцелярский, лучше взять строительный. Лак наношу на поверхность заготовки, а затем разглаживаю карту. Вообще, обычно перед наклеиванием декупажные карты и салфетки сначала смачивают водой, расправляют, а затем распределяют и закрепляют на поверхность. Но в инструкции к этой рисовой карте сказано, что это делать не обязательно. Но я все же рекомендую перед наклейкой хотя бы распылить воду на вырезанный элемент салфетки, чтобы потом не допустить появления складок, пусть и небольших. На крышку я наклеиваю карту, не вырезая ее предварительно по форме. Подрезаю все потом на месте. Когда бумага наклеена, сразу покрываю поверхность акриловым прозрачным лаком. Мотивы второй декупажной карты я наклеиваю на боковины основания шкатулки. И в этом случае карту сразу разрезаю по размерам боковин и уже отдельными элементами наклеиваю на шкатулку. Делаю все точно так. Поверхность заготовки намазываю акриловым лаком,
который в этом случае служит клеем. Укладываю вырезанный мотив и расправляю по поверхности. И когда все наклеено, задекорированную поверхность покрываю акриловым лаком. В итоге получилось вот так. Внутреннее пространство шкатулки я хочу разделить на два отсека. Один будет для пакетиков чая и второй для капсул кофе. Для этого вырезала из тонкого листа ДВП стенку по размеру внутреннего пространства шкатулки. Чтобы эту стенку закрепить, сделаю из деревянных палочек для размешивания кофе держатели для этой самой стенки. Склеиваю их в 3 слоя. А затем разрезаю пополам. Делаю это канцелярским ножом. Получившиеся палочки зачищаю наждачной бумагой. Определяю примерное расстояние, которое будут занимать чайные пакетики. И в этом месте приклеиваю по 2 палочки с расстоянием между ними примерно 4 мм. То есть в это расстояние должна свободно войти разделительная стенка. Приклеиваю на строительный клей ПВА. Оставляю высохнуть, зажимая струбцинами. Когда клей высох, получилось вот так. Чтобы прикрутить петли, собираю 2 части шкатулки и зажимаю их струбцинами. Так мне будет проще поставить петли на место. Как уже сказала, я буду использовать другую фурнитуру, а не ту, которая была на шкатулке. Прикручиваю 2 петли. И вот теперь крышка на месте. А теперь я продолжу декорирование поверхности. И по всем граням прохожу губкой с акриловой краской темного коричневого цвета. Эта краска еще и с металлическим эффектом. Делаю такую небольшую тонировку по всем граням шкатулки. Получается вот так. На передней стороне крышки делаю отверстие и закрепляю в нем декоративную ручку. Вот такие 2 декоративные ручки прикручиваю и на боковые стороны шкатулки.
А на дно шкатулки по углам прикручу декоративные ножки. Только для большей надежности предварительно промажу их клеем. Я, конечно, сразу заметила, что концы шурупов, которыми прикручены петли, вылезли наружу, хотя длина шурупов очень маленькая. Просто толщина фанеры, из которой сделана шкатулка, всего 5 мм. Скажем честно, это маловато. А взять шурупы меньше – не выход, так как нагрузка на петли будет постоянной. Поэтому в этих местах я решила просто подклеить небольшие кусочки деревянных палочек. Слегка выкручиваю шурупы, а затем подклеиваю кусочки палочек. Таким образом увеличиваю толщину стенки в этих местах. Когда клей высох, шурупы опять вкручиваю до упора. И теперь толщины стенок хватает для того, чтобы концы шурупов не выступали наружу. Для меня в шкатулке не хватило возможности закрывать ее на какой-нибудь замочек или защелку. Можно было сделать один по центру, но у меня по центру ручка, поэтому 2 маленьких замочка прикручиваю по бокам на лицевой стороне шкатулки. И вот теперь крышку шкатулки можно закрыть на замочек. И еще я поняла, что никак не защитила деревянную поверхность изнутри шкатулки, поэтому покрыла ее водным защитным слоем для дерева цвета дуб. Когда все покрытия шкатулки хорошо высохли, ставлю на место разделительную стеночку. Осталось протереть поверхность шкатулки изнутри чистой салфеткой и заполнить содержимым. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.